дедушку банкира из Швейцарии. Когда-то давно, в начале нулевых, когда интернет уже был, а социальных сетей еще не было, стал страшно популярным ресурс, сайт «Жди меня» или «Ищу тебя». Многие его помнят. На этом сайте можно было вписать свое имя и фамилию в специальное окошечко и проверить, ищет ли вас кто-то. И можно было в другое окошечко вписать имя и фамилию человека, которого вы почему-то потеряли. И, возможно, он тоже там бы и нашелся. И я очень удивилась тогда, когда увидела, что очень многие мои знакомые почти поголовно ринулись регистрироваться на этом сайте. Потому что все ждали, что их кто-то ищет. Наверное, каждый имел в виду что-то свое. Кто-то рассчитывал на анонимного дедушку-миллионера в Швейцарии, а кто-то надеялся, что это продолжение романтической истории. Но я думаю, что люди вот так вот вообще устроены. Мы хотим, чтобы нас ждали, искали, да? И мое гадание сегодня для вас так и называется: кто вас ищет? Кто меня ищет? И вот заметьте, великий и могучий русский язык, ведь это выражение «кто меня ищет» мы можем в двух смыслах понимать, да? Первое. Возможно, это конкретный человек с именем и фамилией, с которым вы знакомы, но почему-то потерялись. Хотя я не знаю, как можно сейчас потеряться. Мне кажется, при желании трудно это сделать, потому что с развитием информационных технологий мы оказались все очень-очень на виду. Наверное, теряются люди. Вот. А второй смысл здесь будет такой. Предположим, не предположим, а это точно, где-то по земле скитается среди туманных миров ваш герой, который ищет именно вас. Ваши глаза, вашу улыбку, ваш смех, ваши жизненные принципы. В общем, ищет вас как реальное земное воплощение некого идеального образа в своей голове. И мы ведь про такого человека тоже говорим, что он вас ищет, еще пока не зная, даже не зная, существуете ли вы на свете, но он ищет именно вас. И вот для вас гадание и в таком значении может быть. Но у нас будет несколько вариантов, несколько разных карт, поэтому вы можете проверить и первый пункт, как на сайте «Ищу тебя», и можете проверить второй. Пожалуйста, выберите свои карты, которые вам больше подходят под настроение. И у нас сегодня классическое таро. Чувствую, что очень активного человека будут описывать. У нас сегодня таро цветов, карты без старших арканов. Вот такая вот колода с цветами. У нас очень сложные карты. Это таро средневековье. Очень сложные, потому что они будут у нас, видите, прямыми и перевернутыми. Они будут могут довольно сложные, драматические или уклончивые ответы давать. Посмотрим. И, наконец, вот эта понятная, веселая, отличная колода карт. Это таро, кошачий глаз. Здесь все, везде котики. Видите, на каждой картинке котики. Выбираете карты, и мы начнем гадать, кто вас ищет. Совсем разберемся. Никто не останется незамеченным. Никто от нашего проницательного глаза не укроется. Первое гадание для тех, кто выбрал себе вот эти вот красочные карты. Вообще они действительно хорошие. Любят достаточно односложно отвечать. Итак, кто вас ищет? Нам нужен портрет человека. Может быть, его намерение в отношении вас. Знаете, я не задаю специальную систему, специальную какую-то схему для этого гадания, потому что дадим картам возможность ответить, рассказать то, что они захотят. Мы можем своими вопросами, строго заданной какой-то системой,
все испортите. И в итоге полная информация достоверная не получим. И только запутаемся. Поэтому посмотрим, что карты в целом на эту тему хотят вам рассказать. Кто вас ищет? Ну, я же сказала, да? Что это очень активное будет гадание, и очень активного человека мы здесь увидим. Поиск есть, действительно, видите, здесь с нулевого аркана все начинается. Это карта Шут, собственно, сама карта и описывает некий поиск истины, человека, идеи. Эта карта описывает дороги, поэтому, ну, знаете, карта все-таки называется «Дурак», то есть вас ищет, простите, какой-то дурак. А уж какой вы смысл в это слово вложите? Ну, на самом деле много. В русских сказках вы знаете, что самого отважного героя, самого симпатичного зрителю всегда именуют там Иван Дурак, да, то есть там какой-то такой альтернативный смысл в это слово вложен. Вот и в колоде Таро тоже Шут. Персонаж очень непростой и уж совсем-совсем не глупый. Однако дураком называется. Посмотрите на портрет, может быть, вам этот человек кого-то внешне напомнит. Безрассудный, смелый, часто проводит время в дороге, или часто меняет работу, или часто меняет, ну, что-то там, политические взгляды или место жительства. Человек, который очень противопоставляет себя толпе, обществу, окружению. Всегда не такой, как все, всегда выделяется, всегда идет как-то поперек, плывет поперек течению. Течение всегда выражает какое-то мнение, не похожее на мнение других людей. Семерка мечей здесь есть. Ох, хитрый человек, неоднозначный, лицемерный, возможно. Такой, который прямыми путями не ходит и, возможно, сильно прямо не выражается. Может быть, у него такая работа, может быть, у него такой бизнес или такие занятия, требующие особых познаний, специального какого-то поведения, специальных тактик. Но портрет очень выразителен, и десятка мечей здесь есть. То есть жизнь этого человека, его характер или вот просто он сам, поступки каждого дня наполнены некоего драматизма. Дело в том, что и десятка мечей, и нулевой аркан Шут что-то завершают и что-то заканчивают. То есть это человек, у которого в жизни многое и серьезно менялось. Кажется, что у нас у всех, но у него как-то особенно. Вот именно про него говорят, его обсуждают. И, возможно, ему уходилось даже какими-то окольными путями уходить от жизненных неприятностей, знаете, то есть решать проблемы очень нетрадиционными путями, сбежать откуда-то. Вот вообще-то карты вот эти в такой троице, да, описывают побег. Побег. Это человек, который сбежал. Может быть, он от вас сбежал. Но вряд ли. Наверное, здесь речь идет о каких-то его собственных жизненных перипетиях. Вот. И интересен вам такой персонаж или нет? Мне кажется, что он интересен всем, потому что уже будем откровенны и честны, девочки любят плохих парней, а здесь перед нами, ну, в общем, да, можно сказать, плохой парень, по крайней мере, такой, который соврет, недорого возьмет. Может быть, он лгал и вам. Тогда вам очень легко его распознать будет, распознать, да. Ну что, карты подтверждают, что да, действительно очень решительный человек, умеет делать резкие движения. И в отношении вас, возможно, сделал резкое движение. Кстати, если мы говорим про расставание ваше, то он исчез без объяснения. Или придумал какой-то хитрый повод, что, в общем-то, с точки зрения карт одно и то же. Человек, например, уехал и не сказал об отъезде, или солгал, сказал, что едет, например, в какое-то другое место. Здесь все в мечах. Видите, как много масти мечей. Это значит, что ваше с ним партнерство, прошлое или будущее, возможно, наполнено очень-очень
такими сложными, неоднозначными эмоциями. Это человек, с которым трудно быть откровенным, может быть, и вы не могли быть с ним откровенны. Это человек, который на дистанции, между вами есть какая-то разлука. Причем разлука или решение о разлуке принято, конечно, только им, только с его стороны это идет. Однако герой этот достаточно деятельный и страстный. Видите, мешаются масти мечи с жезлами, хотя пентакли тоже есть. Тем не менее, мы можем наиболее портретная карта здесь, вот это этот рыцарь жезлов, огненный герой, то есть мужчина, который принадлежит огненной масти, ну, в большинстве случаев имеет какой-то огненный гороскоп, человек очень активный, которому, может быть, и сама судьба была появиться в вашей жизни ненадолго, поэтому он исчез. Но видите, он выпадает в позиции ищет. Как он мог потерять? Ищет настойчиво. Здесь есть карта мага. Ого. И снова дороги, колесница. Да? Ищет настолько активно, что может даже и приехать, а может быть уже приезжает или приезжал, например, на своем красивом автомобиле, кружит вокруг вашего дома или вокруг вашего офиса, смотря где удобнее. Эгоистичный ли это человек? Безусловно. Здесь есть карта маг, здесь есть карта шут. Оба эти персонажа в Таро думают только о своих интересах, пекутся только о своих интересах. А важно не только, какие карты выпадают, важно еще, каких карт нет. И здесь, например, посмотрите, не представлены кубки. То есть этот человек очень-очень далек от такой вот, ну, эмоциональной жизни. Он скорее действует, и если и вы замечаете за ним какие-то эмоции, то это более, как в народе говорят, психует. Но он не романтически настроен и не демонстрирует романтическое поведение. Какие у него чувства к вам? Для чего он вас разыскивает? Это, ну, конечно, в основном, по большей части, для того, чтобы удовлетворить собственные амбиции, собственное любопытство, собственное, ну, знаете, все такое собственное. То есть его мотивы вас разыскивать очень эгоистичны. Я, вроде бы так это звучит, но я не хочу вас пугать, на самом деле. Часто приходится напоминать, все люди живут для себя, делают все абсолютно для себя, в том числе и в любви. Вот, и поэтому, в общем, никаких претензий к нему нет. Но он, как все, мы его вот так оправдаем. Кстати, туз мечей здесь есть вместе с колесницей. Это очень мощная пара. Возможно, он разыскивает вас, чтобы сделать предложение, от которого вы не сможете отказаться. Видите? Причем торопится. Эти карты все очень скоростные. То есть здесь речь не идет про какие-то поиски, отложенные во времени. Это все происходит сейчас. Торопится и найдет. Если найдет, то найдет быстро. Но посмотрим. Кстати, одна карта ответит на вопрос, найдет или нет. Сложно. Пятерка мечей здесь выпадает. Пятерка мечей, конечно, ответ да, нет, не дает. Не отвечает да, совсем найдет он вас или нет. Ищет не там, или подходы ищет не те. Проявляет мало. Вроде бы хитрости много, а гибкости или душевности мало. Здесь тоже мы можем так, знаете, возможны варианты. Найдет ли он вас, чисто вот физически, где вы находитесь, или, возможно, найдет дорогу к вашему сердцу. То есть здесь тоже некий переносный смысл появляется. Найдет ли вас, в смысле ваши чувства, найдет ли возможность, чтобы вы его заметили. Возможно, заслуживает снисхождения, если поведение свое изменит. Спасибо.
Таро цветов несколько сложные карты для гадания, тем не менее они вызывают такой параллельный ассоциативный ряд. Здесь же везде цветы. Возможно, они напомнят вам цветы, которые вам дарил этот человек, или цветы, которые вы хотите, чтобы вам дарил будущий новый знакомый. Итак, кто вас ищет? Кто вас ищет? Посмотрим, что карты захотят вам рассказать. Я специально не задаю здесь такую жесткую схему. Дадим картам свободу, свободу слова, да? Человек достаточно везучий. Видите, центральная карта у нас здесь появляется восьмерка жезлов. Восьмерка жезлов описывает живость, везение, удачу, скорость. Человек, который быстро двигается по жизни, быстрый взгляд, быстрая речь, быстро принимает решения. И многие называют его везунчиком. Имеет достаточно легкий характер, много огненных проявлений в характере. Значит, много огня в гороскопе. Тройка мечей. Здесь есть карта мелких или прошлых печалей. Здесь она скорее говорит, что этот человек, возможно, пережил-то, ну, если немного, то достаточно, но все это у него в прошлом. Он успел это все переработать, проработать и забыть. Но вы об этом знаете. То есть настоящее его прекрасно, прошлое, в прошлом, возможно, какие-то вопросы. Двойка жезлов. Тоже масть жезлов продолжается. Очень умный человек, очень умеет настоять на своем, очень умеет ждать и адекватно себя вести. Вот эти карты описывают в первую очередь, знаете, такого адекватного человека, который демонстрирует уместное поведение в самых разных жизненных ситуациях. Ничего слишком, вот так вот. Ничего слишком, не слишком громко, не слишком напористо, но и не слишком уступчиво. Человек, который, скорее всего, очень многим нравится, на всех производит хорошее впечатление. И в то же время никто не старается его ущемить или наказать как-то, или обмануть, потому что знает, что он при этом может за себя постоять. Огненная масть, то есть очень много огненных проявлений. Это может быть овен, лев или стрелец. У вашего героя, того, кто вас ищет, есть близкие друзья. Есть близкие друзья или родственники, может быть, братья и сестры, с которыми они вот просто неразлучны. У него есть материальные трудности определенные, хотя это тоже все достаточно относительно. Но он бы явно хотел больше денег в этой жизни. Есть некая жажда жизни, есть энтузиазм. Ну, здесь мы снова возвращаемся к вопросу о горящих глазах. То есть человек, который хочет жить, и это очень сильно заметно. Он ввязывается в разные мероприятия, в разный бизнес, возможно, живет общественными интересами, ну и вообще пользуется популярностью у масс. Какая-то женщина рядом с ним упадает. Королева кубков, и цветок здесь орхидея, да, королева кубков. Рядом с ним есть любящая женщина, такое любящее женское сердце. Она не впадает в центральных картах, то есть я вам не говорю, что вас ищет занятый человек. И тем не менее, есть девушка, которая буквально девушка, женщина, не знаю, которая любит, романтический интерес к нему имеет. И, скорее всего, эту любовь охотно демонстрирует. Любит ли он ее, не знаю. Здесь нет карты о паре, да? То есть колода же не говорит, что он в какой-то взаимной партнерской любви пребывает.
активно занимается зарабатыванием денег, возможно, на казенном поприще. Казенный человек, военный, чиновник, какой-нибудь судебный пристав или ревизор. Достаточно, знаете, такую бурную жизнь проживает. И вместе с тем практичную. Мешаются Земля с огнем в гороскопе. То есть человек, с одной стороны, имеет легкий характер, не очень упрямый, а с другой стороны, может упрямствовать там, где надо, например, в зарабатывании денег. Может ли быть он жадным? Вполне себе возможно. Пока мне трудно сказать, для чего он ищет вас, что он имеет к вам, да? Почему же трудно? Видите, романтический интерес он имеет к вам. Просто романтический интерес. Возможно, это не серьезное намерение, нет. Влюбленность, такая простая, банальная, очень понятная влюбленность мужчины в женщину. И он от вас на дистанции. Чтобы вас найти, ему нужно преодолеть разлуку. То есть такой какой-то понятный, объективный забор здесь есть между вами. И для ассоциативного ряда, который я вам обещала, скажу, здесь есть подсолнечник, здесь есть ирисы, ноготки, орхидея, гвоздика. Ну все, остальные я не знаю. Вот. Что-то вам это напоминает или кого-то напоминает, да? Насколько близко от вас этот человек, то есть найдет ли и как скоро, это же тоже вопрос. Десятка пентаклей, хорошая карта, обнадеживающая, она очень практичная, говорит, что в общем найдет безусловно, потому что ищет в правильном месте, идет по какому-то правильному пути и активно тратится на эти поиски, тратит ресурсы, свое время, может быть, он вас ищет на сайтах знакомств, да, где-то. Соответственно, он там платит за регистрацию. В общем, знаете, подходит к поискам, к этим, как к работе, поэтому, скорее всего, победит. Спасибо. Гадание для самых смелых, для тех, кто выбрал колоду, которую я представляю всегда как самую злую. Это редкие, прям вот редчайшие карты Таро Средневековья, это я их так называю. Прямые, перевернутые они будут, а я напомню, что мы спрашиваем карты, кто вас ищет в любом смысле, уже зная вас или только предполагая и надеясь, что вы где-то ходите по свету, пропадаете, скитаетесь. Я не задаю картам конкретных последовательных вопросов, а хочу дать им абсолютную свободу слова. Что карты считают нужным вам сообщить про этого человека? Первые три карты, они самые главные, важные. Они описывают портрет героя. Ну, во-первых, пятерка пентаклей. Пятерка пентаклей чаще всего описывает тех же людей. То есть она говорит, что тут речь идет о ком-то, кого вы безусловно знаете, на кого привыкли рассчитывать или кому можете доверять, или могли как бы доверять. То есть речь идет скорее о возобновлении общения после того, как вы по каким-то причинам друг друга потеряли. Четверка кубков. Человек несколько, знаете, такой разочарованный жизнью, как будто бы лишенный мотивации, как будто бы из него дементоры высосали все жизненные соки. Портрет от четверки кубков – это человек, из которого будто бы вытащили, ну, знаете, как из куклы вытащили вот этот вот деревянный каркас. То есть имеет очень
размытые такие желания, непонятные, часто не понимает себя, и всегда непонятно, в каком направлении он двигается, чего он хочет, редко бывает решительным. Про таких людей еще иногда говорят ленивый человек, но это лень, скорее, это отсутствие интереса к жизни или отсутствие мотивации. Королева жезлов здесь перевернутая выпадает. Ну, во всех случаях это женский портрет. А некая женщина есть рядом с этим человеком, то есть он не один и не одинок. Если тут же вы спрашиваете, а зачем же он ищет меня, если у него есть женщина? Дело в том, что с этой женщиной у него не очень хорошие отношения. Это может быть его жена, бывшая жена, подруга, невеста. Не очень хорошие отношения, потому что карта-то перевернутая. То есть у этой женщины утрачен интерес или утрачена связь. Это страсть, но и связь тоже. То есть эта женщина уже ничего не хочет или, может быть, ничего не делает из того, что надо, чтобы у них продолжались отношения. То есть это женская фигура. Ну, просто есть и есть. Женщина несколько разочарованная, потому что тоже чего-то не дождалась. Очень карты не скорые, такими темпами. Он может вас искать очень долго, может быть, и ищет уже очень долго, потому что, видите, делает шаг вперед и два назад. Но в этих поисках все равно ведет его страсть. И страсть такая очень правильная, понятная, прямая. Вот знаете, такой мужской интерес. Это туз жезлов. Это самая главная карта мужской силы в колоде Таро. То есть страсти много, и это дает топливо, это дает какую-то энергию. Ищет вас не просто так. Возможно, вы единственный человек, к которому он сейчас спешит, стремится, и которому он может доверять. Видите, пятерка сходится с шестеркой пентаклей. Вы очень этому человеку нужны. То есть правильнее сказать, почему, для чего он вас ищет. Он в вас нуждается, он без вас вот не может обойтись. Он по-разному нуждается, то есть очень разные у него могут быть потребности. И это все очень трогательно. Точно так же, если речь идет про неизвестного еще героя, который вот ищет вас как некий образ в своей голове, то портрет такой же. Человек, знаете, такой уязвленный или уязвимый, у которого нет помощи, нет поддержки. Одна вот была подруга, да и та отвернулась. Он во многом в жизни очень запутался. У него есть тайны. Есть тайны, которых он стыдится или закрывает на них глаза. Живет сейчас, ну, как ему кажется, не по совести или занимается не тем делом, не подходящим. И вот тогда мы понимаем, почему портрет такой в целом страждущий. Да? Это портрет страждущего человека, у которого в жизни не все благополучно. Ему может буквально не хватать денег. А уж точно ему не хватает душевного тепла, правильного окружения и понимания вот такого, какого он хочет. Ну что ж, получается, с таким раскладом я должна призвать вас поспешить на помощь к этому человеку, да? Потому что ему нужна помощь. Нет, каких-то ужасных кризисных историй в его жизни нет, но общая запутанность. Как правило, это, знаете, от чего бывает? Это бывает профессиональная невостребованность. То есть, когда мужчина не может состояться в любимом деле, в профессии, в бизнесе, вот он такой становится, как будто бы немножко, ну, знаете, разочарованный и вялый.
Тем не менее, конечно, не всегда он такой. Где вас искать и как вас правильно искать, он просто не знает. Видите, колесница перевернутая выпадает. Он не знает, куда ехать. Вполне возможно, что вас разлучает прям буквально дальняя дорога. И он не знает, в какой город ехать, в какую страну, может быть, на какой континент ему податься. Ну вот и не едет. А может быть еще перевернутая колесница – это отмененная или невозможная дорога. То есть он не может поехать, понимаете? Он не может поехать куда-то, чтобы вас найти, потому что, ну, к чему-то привязан. Люди бывают, испытывают такую вот несвободу, к работе кто-то привязан, кто-то там к домашним делам, вот, и так далее. Однако интерес у него есть большой, и опять же это жезлы, интерес, чтобы вас найти, это идет страсть у него, страсть. Вот. То есть вот такой вот человек. С одной стороны, взаимопонимание, поддержка ему нужны, а с другой страсть это не лишен, и вы наверняка отвечаете этим обоим потребностям. Ну и найдет ли, давайте спросим карты, и найдет ли, как скоро? Ох, не знаю, порадовать вас или нет, по крайней мере отправиться в путь, в дорогу. Это перевернутый шут, нулевой аркан, то есть найдет или не найдет. Возможно, не найдет вообще, потому что не пойдет искать. То есть он вас ищет как-то очень, очень абстрактно ищет вас в своей голове, понимаете, да? А никаких практических реальных шагов не предпринимает. То есть он не едет, куда ему надо за вами поехать. И вот и карта шут перевернутая говорит, он не сделает вот этого первого шага, не отправится вот в это опасное, но необходимое путешествие, чтобы вас найти. Ну, мы будем надеяться, что он не решится на этот шаг только, ну, как-то скоро, близко, может быть, пройдет время, достаточно времени, и он все-таки поедет, переедет, уедет. Вообще, знаете, карты живописуют здесь портрет мужчины, которого сама судьба приготовила для вас, но который где-то живет совсем-совсем не в подходящем месте и ходит какими-то неподходящими дорогами. И это все совершенно исключает возможность того, что вы встретитесь. Но будем надеяться, что придет время и все поменяется. Спасибо. И ваши любимые карты с котиками. Нам нужен портрет человека, который вас ищет. Возможно, это знакомый уже человек, с которым вы почему-то потерялись. А возможно, это герой, который вас ищет, но пока вообще еще не нашел. Он ищет вас как реальное материальное воплощение своей идеальной девушки в голове. Это некий его подсознательный образ, но вам нужно еще и встретиться. Итак, я специально картам не задаю какую-то четкую систему, структуру расклада. Хочу дать им свободу слова. Посмотрим, что с точки зрения колоды Таро вам нужно знать об этом человеке и о том, как и зачем он вас ищет. Итак, какие крупные карты? Расклад начинается с двух тузов. Не зря вы выбрали эту колоду. Туз кубков. Туз кубков – карта великой большой любви. Поэтому самое главное, какой он может быть, позже мы здесь спросим и узнаем портрет. Самое главное, что вам надо знать об этом человеке, у него есть большое чувство к вам, пребольшая любовь. Поэтому ищет он вас, разыскивает не для развлечения, у него настоящий жар, настоящая жажда души. А любовь, кстати, возможно, первая, ну, если не первая, то во всех случаях очень-очень сильная. Туз пентаклей. Здесь рядом, видите, аж два туза. Серьезные намерения у него к вам.
максимально серьезные намерения, то есть этот человек разыскивает вас с единственной целью на вас жениться, заключить с вами брак. Хочет с вами общий дом, детей. Так вот по картинке не скажешь, да? Ну, тем не менее. Кстати, пентаклями и продолжается расклад. Здесь есть паж пентаклей. Ну, пажи люди достаточно молодые. То есть речь идет о каком-то относительно молодом человеке, практичном, интересном. Возможно, этот человек земной масти, по крайней мере, демонстрирует земной характер, земные характеристики, уверенный в себе, циник, практик, рационалист. А возможно, профессия у него связана с производством. Ну, и вообще этот человек, который верит только в то, что можно руками потрогать. Кстати, вот эти два туза, это тоже отчасти его портрет. Он очень хорошо живет, богатый человек и в изобилии живет. То есть жизнь у него такая изобильная. И это не только деньги, это и отношения с другими людьми, это и самоуважение, самореализация. Потому что туз кубков – это та самая полная чаша. Жизнь его можно назвать полной чашей. Ни в чем не испытывает недостатка человек. Счастливый. И к этому счастью ему осталось только присовокупить вас встретить, найти, разыскать или познакомиться. Что еще про него мы можем сказать? Везунчик. Страшный везунчик. Смотрите, колесо фортуны. Карта колесница здесь. Это тоже редкое сочетание. Вот как эти два туза редко сходятся, так и колесница с колесом фортуны друг друга очень потенцируют, поэтому редко сходятся вместе. Этот человек, знаете, такой прямо заметно везучий, про которого так и говорят. А представляешь, такому-то как повезло. В его жизни, скорее всего, имеют место прежде или вот прямо сейчас происходят какие-то замечательные, знаете, ну невозможные перемены, как в сказке. Это может быть человек очень быстро разбогател, или ему удалось куда-то переехать в идеальное место, о котором мы все только мечтаем. Эти два колеса – это еще и колеса в буквальном смысле, то есть дорога, какая-то счастливая дорога у него под ногами есть. Увлечен работой, возможно, карьерист, но и романтик тоже любит. По крайней мере, не мыслит жизнь свою без вот этих вот романтических увлечений, без романтических каких-то вот эпизодов. Ну что ж, интересный человек. Даже не столько личность сама интересная, сколько интересная судьба. Очень-очень счастливая. Скорее всего, у него всегда на лице улыбка. Такие люди, знаете, которым в жизни везет, бывают очень снисходительны или доброжелательны даже к другим. Что еще? Еще один туз. Ого! Еще один туз. Какой расклад энергетический у вас насыщенный. И королева мечей, злодейка, соперница. Ну, а как вы хотели? На все хорошее всегда очередь стоит. Действительно присутствует какая-то женщина в его жизни. Любимая или нет, хорошая или нет, мы здесь не знаем. Но карты вам эту женщину предлагают все равно в качестве соперницы. И вам, чтобы с ним встретиться или остаться, надо ее учитывать. Тут не знаю, надо ли вам ее побеждать, дойдет ли у вас дело до поединка, но она есть. По крайней мере, это женщина, которая очень не хочет, чтобы вы с ним встретились, с этим человеком. И не просто не хочет, а что-то даже для этого делает, чтобы вы не встретились, видите? И у нее есть силы, у нее есть права, у нее есть энергия, намерение, изобретательный ум для того, чтобы
ему не дать вас найти и ему не дать вас встретить. Представляете? Вот такое вот неожиданное препятствие здесь образуется. Я не могу сказать, что это препятствие. При правильном подходе наличие соперницы может даже сыграть вам на руку. И вопрос такой картам: найдет ли вас этот человек? Или найдет, как скоро? Ага, однозначно найдет. Знаете, мне кажется, что вот для этой колоды получился самый выразительный, самый такой богатый и самый понятный, реальный, реалистичный расклад. Видите, карта влюбленные вам выпадает в финале. Она обозначает, ну понятно, влюбленные — это пара, это влюбленные, которые встретились, которые наконец-то оказались вместе, которые. То есть вас с этим человеком, далеко он или близко, складывают карты в пару, а вам осталось только этого времени дождаться. Спасибо.